Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Команда Никиты Михалкова, куда входят 60 известных советских и российских артистов почтенного возраста, а также министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, сегодня утром одержали важнейшую победу в мире преступности и коррупции над высшими эшелонами власти. Этого события ждала вся российская общественность. Операция разрабатывалась не один день и была тщательно спланирована до мелочей. Теперь в следственном изоляторе города Москвы появятся еще одни широко известные публичные личности. К слову сказать, что в СИЗО уже на данный момент находится много представителей российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Арестованный бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. Сын Сергея Шойгу, певец Даниил Шойгу. Зять Сергея Шойгу, известный спортсмен и блогер Алексей Столяров. Дочь Сергея Шойгу, Ксения Шойгу. Людмила Нарусова, Елена Малышева, Татьяна Навка и многие другие. Ну а сегодня утром пришел черед ареста еще двух представителей высших эшелонов власти. Генерала-майора Ирины Волк и пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Дмитрия Сергеевича. Стоит отметить, что арест данных субъектов происходил в достаточно пикантной ситуации. Ирину Волк и пресс-секретаря, которые обвиняются по нескольким направлениям, среди которых финансовое мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление властью, защита инагентов и получение крупных денежных взяток, арестовали в подмосковном загородном особняке Дмитрия Сергеевича. Сотрудники антикоррупционного комитета и служба ОМОНа заранее подъехали к месту ареста, и с помощью записи видеокамер стали известны все подробности задержания. В 11:00 по местному времени Ирина Волк подъезжает к особняку своего близкого друга и товарища, пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего. По всей вероятности, Дмитрий Сергеевич, пока его супруга Татьяна Навка находится в СИЗО, решил устроить неформальную встречу с Ириной Волк. Примерно в течение 1,5 часов Ирина Волк и Дмитрий Сергеевич приятно отдыхают, готовят шашлыки и употребляют легкие и тяжелые спиртные напитки. После приятного общения и обильной трапезы Ирина Волк и Дмитрий Сергеевич направляются в баню, где проводят не менее 1,5 часов за обсуждением деловых вопросов. Позже они направляются в холл трехэтажного особняка, где продолжают общение. С помощью записи скрытых видеокамер удалось установить, что после того, как Ирина Волк станцевала перед Дмитрием Сергеевичем зажигательный танец и сделала ему королевский массаж под названием «Чайная роза», они поднимаются на 3-й этаж особняка пресс-секретаря и отправляются почивать. В этот момент служба ОМОНа и сотрудники антикоррупционного комитета в лице Раймонда Паулса, Владимира Винокура и Евгения Сидихина врываются в особняк пресс-секретаря и совершают арест. На данный момент органы полиции и антикоррупционный комитет проводят сбор важных доказательств, чтобы уже в ближайшее время направить Ирину Волк и пресс-секретаря в следственный изолятор. Ну и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете и его работе. На данный момент в критическом состоянии здоровья находятся 2 сотрудника антикоррупционного комитета. Это Анна Михалкова и Никита Малинин. Анна Михалкова находится в коме, а Никита Александрович в реанимации. Напомним, что Анна Михалкова и Никита Малинин получили серьезные ранения несколько дней назад во время преступных нападений. Благодаря работе антикоррупционного комитета и Министерства юстиции Российской Федерации российский артист и блогер Даниил Поперечный стал инагентом. 30-летний артист постоянно критикует спецоперацию и ее действия, а совсем недавно вместе с супругой он переехал в Соединенные Штаты Америки.
На постоянной основе он выпускает провокационные видеоролики на политическую тему, чем и заслужил звание инагента. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Вчера вечером в результате остановки сердца ушел из жизни известный советский и российский актер и режиссер Игорь Меркулов, который снял фильм «Следствие ведут знатоки». Игорь Меркулов начал свою актерскую карьеру в раннем возрасте. Еще будучи ребенком в 10-летнем возрасте, он получил главную роль в детском фильме «Включите северное сияние». Спустя 2 года он принял участие в съемках драмы «Птицы над городом», где его партнерами были Михаил Глузский и Лидия Федосеева-Шукшина. В 1978 году Меркулов появился в известном фильме «Следствие ведут знатоки». Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.